Ну что, друзья, все больше сигналов поступает о том, что эфир скам, ничего у этой монеты не получится, максимум она не обновит, и нужно продавать именно сейчас, пока она не упала еще ниже. Это нытье продолжается уже несколько недель, практически месяц. Аргументы весьма серьезные, поэтому не будем затягивать вступление. Ты на канале Путь к богатству, меня зовут Юрий Овчаров, и мы начинаем. Итак, аргументы весьма серьезные. Эфир хоронит уже последний месяц, и хоронят его достаточно значимые люди, киты, крупные инвесторы ранние, инфлюенсеры, и свой скепсис выражают даже люди, проработавшие в Ethereum Foundation. Давай коротко подытожим, что произошло за последний месяц. Итак, первая новость — это Дэвид Хоффман, сооснователь Bankless. Это буквально самый главный Ethereum-евангелист последних 6 лет. Он публично продал весь свой Ethereum портфель. Это не перебалансировка, а полный выход, и он сослался на резкий сдвиг настроений в крипто-твиттере за прошедствующие недели. В целом уже разбирал эту новость на канале ранее, посмотри вот это видео, если не видел, там подробнее все его аргументы и мое мнение. Что интересно, с ним спорит Райан Шон Адамс, это второй сооснователь Bankless, и он объявил о конце первой эры Bankless, 6-летнего партнерства с Хоффманом, и сказал, что уходит на второй план. Ну а 4 июня 2026 года Хоффман объяснил продажу, он остается быком по Ethereum экосистеме, но больше не верит, что Ethereum токен будет от этого расти. И как раз Адамс ворвался в ответ. Вот его пост в Twitter, и Адамс называет такую точку зрения ментальной ошибкой. Не может быть сильного Ethereum без токена ETH, стоящего триллионы. Ну, имеется в виду капитализация. Адамс считает, что успех Ethereum должен быть связан с денежной премией токена ETH, и даже ставит проект в прямую конкуренцию с биткоином. Ну а Хоффман придерживается противоположной точки зрения и, как мы обсуждали ранее, считает, что Ethereum это дающий, а не берущий, что Layer 1 уровень зарабатывает совсем мало, совсем копейки, в то время как Layer 2 решения и все проекты в экосистеме берут основную часть комиссии. Дальше больше. Третья волна 7 июня. Аналитик Plan B заявляет о том, что Ethereum мертв по графику. Кто не знает, Plan B это создатель Stock-to-Flow модели, один из самых известных аналитиков в мире крипто. Он написал серию постов, где указал, что пара эфир к биткоину сейчас торгуется на уровне марта 2016 года. То есть за 10 лет эфириум проиграл биткоину по перформансу. Сегодня, кстати, отдельно посмотрим график, разберем этот тейк. Когда пользователь написал ему вопрос, значит эфириум мертв, Plan B ответил жестко, но это именно и следует из графика. Ну и Plan B считает, что переход эфира на алгоритм Proof of Stake в 2022 году по климатическим причинам это фактически самоубийство. Но на этом паника не закончилась, и 18-19 июня следующая волна предупреждения о 30-миллионном кризисе финансирования. Brent Van Epps, человек, который 5 лет координировал финансирование core-разработки внутри Ethereum Foundation и ушел в апреле 2026 года, опубликовал статью Succession After Subtraction. Он предупредил, что Ethereum Foundation может столкнуться с кризисом финансирования в течение 3-9 месяцев и подчеркнул, что поддержание работы более 10 клиентских команд и связанных с ним проектов требует около 30 миллионов долларов в год. Эта программа 4 года финансировала клиентские команды через стейкинг вознаграждений и завершилась в апреле 2026 года без объявления замены. В то же время Хсяо Вэй Ван ушла с поста соисполнительного директора Ethereum Foundation, что стало вторым уходом со-директора за 4 месяца, и первый это Томаш Станчак в феврале. В то же время Том Ли, бывший координатор Ethereum Foundation и один из основателей Ethereum Labs, парировал, назвав опасения нулевым шансом на реальный кризис. Но рынок уже отреагировал на панику, и ФАД пошел расходиться по твиттерам инфлюенсеров и телеграм-каналам. Пятая волна ФАДа 22 и 23 июня массовое увольнение в Ethereum Foundation, больше 20% штата. Ethereum Foundation уволила 54 сотрудника, и бюджет на 26 год сокращен на 40%. Ликвидирован ZK исследовательский отдел Privacy and Scaling Exploration, то есть исследование в области доказательства с нулевым разглашением. А вся команда реорганизована в 5 кластеров. Уровень протокола, уровень доступа, уровень пользователей, уровень сообщества и институциональный уровень. Виталик Бутерин сам написал, что это сознательный сдвиг от высоких трат к модели эндаумента с текущих 15% от
казны в год до 5% к 2030 и признал, что среди уволенных это инженеры, которые проработали в Ethereum Foundation почти 10 лет, и организация не заменит полностью все то, что теряет. Перед тем, как мы продолжим, рекомендую подписаться на мой телеграм-канал, чтобы не пропускать новые ролики. YouTube не всегда может их рекомендовать. Аналитика по рынку, а также summary ключевых событий. Если у тебя нет времени смотреть видео, можешь просто прочитать summary на бегу. Этот анализ в рынке дает преимущество, и чтобы зарабатывать вот такие доходности, обязательно подписывайся, а под закрепленным сообщением находятся бонусы для новых подписчиков. Практический видеогайд, как работать с криптой в России легально, мой публичный криптопортфель, мой индикатор, основанный на индексе страха и жадности, который показывает перегретость или недооцененность рынка, без шума, а только чистый сигнал. Это все можно забрать бесплатно и также познакомиться с моей книгой, которая расскажет, как читать циклы и управлять риском, чтобы в крипторынке все-таки зарабатывать, а не терять. Друзья, аргументы действительно серьезные. Когда такие адепты Ethereum, которые годами, если не десятилетиями, инвестировали, держали и топили за монету, построили свою идентичность в соцсетях вокруг этого токена, этого проекта, проработали или работают в команде Ethereum Foundation и говорят такие вещи, это однозначно сигнал, к которому стоит прислушиваться и не стоит игнорировать. Другой вопрос, который у меня возникает, почему так много негатива выходит за последнее время, буквально за последний месяц, и в каком ценовом диапазоне мы находимся. То есть вот буквально последний месяц это Ethereum к доллару, и за последние 3 года это диапазон капитуляции по эфириуму. На самом деле в медвежке 22-го эфириум уходил и ниже, но потом быстро все равно возвращался к этому диапазону и показывал разворот. Также реакция на эти отметки была на коррекции в июле 2021 года на китайском запрете. И к самим аргументам вопросов у меня нет, они достаточно серьезные, как я уже сказал, их стоит учитывать, но у меня вопрос, а где были все эти аргументы, когда эфир торговался по 5000 долларов вот здесь, или по 4000 долларов вот здесь? Вот конкретно про то, что эфириум не генерит прибыль, по сути является чуть ли не благотворительной экосистемой, как говорит Хоффман. Что это? Какой-то секрет? Этого не было известно все эти годы, но почему-то вспомнили об этом только когда эфир свалился под 1700. Что касается финансирования, не думаю, что команда не понимала, куда все идет. Ведь как движутся потоки капитала внутри команды, это очевидно и понятно. Возможно, это решение было принято заранее или прорабатывалось. В кризисные времена самое главное, чтобы проект продолжил существовать. В кризисе сокращение это нормально. Если смотреть на Total 3, на график альткоинов, за исключением биткоина и эфира, то в принципе роста как такового не было. Было восстановление, да, к максимуму 2021 года, но не было обновления роста. Не было причем такого мощного пампа или эйфории, как это было в 2017 или в 2021 году. Движение шло более спокойно, более плавным таким образом. И многие проекты действительно не обновили максимум 2021 года. В криптопроектах вознаграждение часто завязано под стоимость токена, а иногда даже выплачивается в токенах. Поэтому для меня нет ничего удивительного в том, что эфир просто проводит оптимизацию. Есть очень большой рынок, который называется RWA. Это рынок реальных активов, таких как облигации, акции компаний и так далее. То, что сейчас торгуется на фонде, там, недвижимость в том числе, это все упаковать в криптоупаковку, потому что так технологически проще. Для капитала это просто больше свободы. По всему миру можно будет покупать американские акции децентрализованно, на децентрализованных площадках вообще без KYC или с минимальным KYC, что создаст просто новый поток ликвидности, плюс запустить круглосуточные торги, как это сейчас идет в крипте. Такие решения уже обсуждаются, в том числе на американских криптобиржах. В общем, есть много преимуществ от RWA и от децентрализации, от токенизации активов. Это тема для отдельного ролика. Здесь не будем разбирать, но важно понимать, что это просто огромный рынок. Рынок золота около 30 триллионов долларов. Рынок акций США и недвижимости, они просто огромные. Да вот у нас SpaceX недавно на IPO вышел больше 1 триллиона долларов по оценке. Одна компания, между прочим. И вот здесь важно посмотреть, что эфир по общей капитализации с огромным отрывом идет вперед и занимает больше половины от всего рынка RWA. Это огромнейший потенциал. Фонды, биржи и институционалы, все они будут выбирать эфириум как устоявшийся и самый безопасный проект. Да, конечно, сокращение штата в перспективе может ударить и по безопасности, но, во-первых, лишь в перспективе, во-вторых, это просто антикризисный менеджмент, в-третьих, а не замечаешь ли ты тут дивергенцию? Пока цена эфира стоит в боковике, а локально падает до 1600, общий тренд на RWA сектор в
В эфире восходящий по капитализации. Активы здесь размещаются. Использование сети продолжается. При этом эфир падает к биткоину, а в соцсетях разгоняется реальный фат. И это, кстати, не мое субъективное ощущение, а прям по метрике. Можешь посмотреть в видео. Уже разбирали эту тему. И стоит помнить, что цена всегда реагирует в последнюю очередь. Когда уже всем стало очевидно, что это перспективный актив, что каждый таксист или прохожий говорит тебе, что нужно покупать это перспективно, значит рынок уже перегрет и покупать больше некому. Когда наоборот все в панике распродают активы, а блокчейн продолжает захватывать долю в голубом океане, в новом рынке, и на текущий момент отхватил больше половины, когда на этом падении TVL растет, то есть эфир стейкают и стейкают в том числе киты, выражая свою уверенность в долгосрочном тренде, блокируют эти монеты в контракте у валидаторов. Ну, на мой взгляд, что-то тут не сходится. Да, в рынке нет гарантий, тебе никто никогда не скажет, когда покупать, когда продавать. И всегда есть риск. Как и в жизни, ты можешь идти по улице и кирпич на голову может упасть. Но если смотреть на график эфириума к биткоину, вот как раз этот диапазон с 2016 года, о котором говорил план Б. В принципе, в прошлом цикле эта зона выступила зоной поддержки перед пампом. И разворот тоже произошел не за одну неделю и не за один месяц. Вот потребовалось около года только на формирование дна и разворот. И еще здесь коррекция у нас была. К этому диапазону вновь потестировали в паре к биткоину. 483 дня, то есть 1,5 года. Нижней границы этого диапазона мы коснулись в апреле 25 и на сегодня 434 дня. Мы как раз вернулись к верхней границе этого диапазона, сейчас ее тестируем. Вот у нас был максимум. Здесь у нас есть слом нисходящей тенденции на восходящую. Вот у нас есть структура повышающихся максимумов и повышающихся минимумов. Вот ключевой минимум для нас. До тех пор, пока цена находится выше этого минимума, график эфира к биткоину в целом смотрит вверх, несмотря на вот это затянувшееся сползание. Это чисто технически. Локально вот этот блок поддержки для нас очень важен. Эфир к биткоину может развернуться отсюда, может свалиться чуть-чуть ниже и развернуться после этого от диапазона. Главное, чтобы он ниже не проваливался. До тех пор, пока этот диапазон держит, технически эфир смотрит вверх по отношению к биткоину. И это очень важный график, ведь важно, чтобы эфир нам давал премию за риск, а для этого он должен показать потенциал доходности больше, чем биткоин. Пока что перспектива есть. Если этот диапазон не будет удержан, тогда да, тогда эфир смотрит, если не вниз, то, по крайней мере, трудно будет сделать вывод о том, что он будет превосходить биткоин на следующем бычьем забеге. Последний рубеж обороны, вот эти отметки с апреля 2025 года, с мая. Если эфир их не удерживает, тогда скам, да, согласен. То есть, несмотря на фундаментал, в рынке тогда нет достаточного количества покупателей. Но пока киты выкупают, пока диапазон держит, а эфир захватывает все большую и большую долю RVA. Поэтому долгосрочно и среднесрочно по эфиру я остаюсь быком. Не финансовый совет, думайте своей головой. На этом у меня все. Увидимся в следующих видео. И, конечно же, всем профита.